Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать диван для кукол в стиле индастриал или лофт. Свой диван я буду собирать из разных деревянных палочек. Ссылки на них будут в описании под видео. Вот такие широкие можно купить также в аптеках и магазинах с товарами для ногтей и тела. Средние – это обычные палочки для мороженого. Их можно купить в хозяйственных отделах и отделах с товарами для вечеринок. И вот такие тонкие – это палочки для кофе. Также можно найти в хозяйственных. Итого на весь диванчик мне понадобилось. Но все эти детали вы также можете легко вырезать из плотного картона. Теперь нужно подготовить все детали. Для начала определимся с размером дивана. У меня он будет вот таким. Для общей длины я отрежу одну палочку 13,5 см, а другую 7,5 см. Для ровного угла совмещаем ребро палочки и ребро линейки и чертим линию о край. И от нее отмеряем нужную длину. Отрезаем лишнее, например, большими ножницами или, как я, строительным ножом. Будьте очень осторожны с острыми режущими предметами. Нарезаем все наши палочки следующим образом. Из широких, из средних, из тонких. Так как я хочу диван из темного дерева, все дощечки я буду красить. Для этого возьму морилку для дерева. К сожалению, желаемый цвет я не нашла. Поэтому я смешаю довольно красный орех с теплым дубом. Наносить цвета буду по очереди, в пропорции слоев 3 к 1. Также вместо морилки вы можете взять разбавленный водой акрил, гуашь или даже акварель и намешать свой уникальный цвет. Но мне просто очень нравится, как морилка подчеркивает структуру дерева даже на таких низкокачественных палочках. Не добавляйте слишком много воды, иначе дощечки могут деформироваться. А также лучше полностью просушить слой перед нанесением следующего. Можно положить заготовки даже под пресс. Красить лучше именно до сборки дивана, иначе выступивший в процессе сбора клей будет образовывать проплешины, защищенные от краски. После высыхания будем склеивать деревянный каркас. Сперва я займусь самой сидушкой, которую планирую сделать в виде поддонов. Начнем с общей длины. Склеиваем детали 13,5 см и 7,5 см любым сильным контактным клеем. Стык в стык.
Так делаем 4 раза. Берем две детали 8 на 1 см и приклеиваем их на концы длинной заготовки. После этого приклеиваем на противоположную сторону еще одну заготовку так, чтобы склейка была обратной. Затем две другие заготовки вклеиваем внутрь получившейся рамки, чтобы швы были в шахматном порядке. Желательно, чтобы щели между ними были примерно одинаковыми. Берем две детали 8 см на 1,8 см и клеим их прямо на швы. Делаем еще два таких щита. Для сидушки в форме поддонов будем составлять их друг на друга. Для этого понадобятся подпорки. Ими будут как раз маленькие квадратики 1 на 1 см. Так как нагрузка дивана будет небольшой, я склею их подвое. А затем приклею на щит вот таким образом, чтобы равномерно распределить нагрузку. И наклеиваю другой щит. Повторяю все это еще раз. Ничего страшного, если детали приклеиваются кривовато. Это только добавит большей аутентичности этому стилю. А пока основание сохнет, склеим спинку. Для этого опять же соединим дощечки для общей длины. Затем на концы наклеиваем тонкие дощечки 4,5 см на полсантиметра. А также на швы наклеиваем детали 4,5 на 1 см. Для боковин наклеиваем на концы дощечек 7,8 на 1,8 см маленькую и среднюю дощечки. И после полного высыхания склеиваем все детали дивана между собой. Теперь будем шить диванные подушки. Сперва я возьму поролон. Он у меня толщиной 1 см. Его можно купить в швейных или строительных магазинах, а также просто разрезать кухонную губку или губку для ванны. Также я возьму синтепон для увеличения высоты и приданию подушкам мягкой округлости, но можно обойтись и без него. Размеры поролоновых подушек можно посчитать следующим образом. Измеряем глубину и ширину получившегося дивана. Делим их на желаемое число подушек, у меня будет 3. Для спинки также. И 2 кусочка для подлокотников. Наклеиваю поролон на синтепон. Но если вы его не используете, просто пропустите этот шаг. Обрезаю лишнее. Поступаю так со всеми подушками. Теперь берем ткань для обивки. Подойдет абсолютно любая ткань. Я возьму вот такую. Я возьму одну длинную полоску по обхвату подушки. Плюс 2 см про запас, на всякий случай. А также 2 коротких полоски для боковин. Не забываю про припуски на швы по 5 мм. Пришиваю длинную полоску по периметру короткой.
Другую короткую также вшиваю симметрично. Выворачиваю на лицевую сторону. А чтобы чехлы держали форму, их можно прогладить. Подойдет даже утюжок для волос. После этого вкладываю поролон внутрь чехла. И аккуратно расправляю уголки и припуски. Зашиваю отверстие потайным швом. А для того, чтобы подушки оставались на месте, их можно подклеить парой капель клея к деревянному основанию. Из акварельной бумаги в 3 слоя я буду делать декоративную окантовку дивана. Это будет имитация металлической рамы. Вырезаю полоски по размерам основных линий, шириной примерно 4 мм. И так как у меня нет черного картона, я покрашу полоски акриловой краской. Приклеиваю их на диван. А затем можно приклеить что-нибудь объемное, сделав маленькие заклепки. И, конечно же, дивану нужны ножки. Для такого дивана я хочу сделать что-то оригинальное. Поэтому у меня он будет на больших колесах. И для них мне понадобятся 2 старые ненужные аудиокассеты. Если, конечно, еще кто-то помнит, что это такое. Из них я возьму сердечники и направляющие ролики. Сперва наклею на ролик полоску бумаги шириной 2 мм. А затем вклеиваю его внутрь сердечника. Если у вас нет кассет, можно легко вырезать колеса из картона. Или же вы можете приклеить любые другие ножки. Держатели для диванных колес я буду делать из обычных канцелярских скрепок. У меня вот такие большие, просто потому что других нет.
Разгибаю их и разрезаю напополам. И получается длина обычной маленькой скрепки. Сгибаю пополам, делая небольшую петлю в центре. Затем отмеряю нужную высоту и загибаю хвостики в разные стороны. Оставляю примерно сантиметр и делаю петли на разных концах. И выравниваю их. Таких заготовок делаю по 2 на каждое колесо. Для оси возьму вот такой пин со шляпкой. Собираю колесо. И фиксирую сзади ось петлей. Закрашиваю все той же акриловой краской. Приклеиваю колеса на места. А петли закрываю, приклеив кусочки картона 7 на 8 мм. После этого окрашиваю и их тоже. Можно также добавить немного декоративных подушек. И вот такой индустриальный диван у меня получился. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!